Привет, фанаты BTS по всему миру. Что бы вы почувствовали, если бы два самых больших айдола мира наконец вернулись после столь долгой службы в армии? И что, если бы их первая встреча закончилась тем, что разбило сердце солдат и фанатов по всему миру? Вот что произошло. Когда Чингук и Тэхён из BTS наконец закончили свою военную службу, их встретило не только счастье. Было что-то гораздо более глубокое, более эмоциональное и совершенно неожиданное. Кто бы мог подумать, что Чингук, который только что закончил свою военную службу сегодня, немедленно начнет искать Тэхёна, который закончил свою накануне. Их встреча должна была стать счастливым моментом, но вместо этого слова Чингука заставили всю армию плакать. Что именно он сказал? И почему это было так трогательно? После месяцев военной службы мир наконец-то снова увидел Чон Чингука и Ким Тэхёна, двух участников BTS, которые не только исполняют музыку, но и передают эмоции миллионов фанатов. Но кто бы мог подумать, что их возвращение пройдет не так, как ожидалось. Тэхёна, который накануне закончил военную службу, встретила толпа солдат и фанатов, ожидавших у ворот лагеря. Улицы заполнились криками радости, флагами и радостными возгласами. Однако настоящим сюрпризом стал Чингук. Не говоря многого, Чингук, который только что вышел из военного лагеря, сразу же поискал Тэхёна. Они встретились в секретном месте, вдали от толпы. Встреча должна была быть полной смеха и объятий, но оказалось, что происходило что-то гораздо более глубокое. По словам близкого источника, Чингук крепко обнял Тэхёна и сказал: «Больше чем Хён, я так скучал по тебе. Но это странно. Мы вернулись, но все кажется другим». Предложение звучит просто, но его было достаточно, чтобы вызвать у Тэхёна слезы. Когда новость распространилась, армии по всему миру отреагировали очень эмоционально. Многие признались, что плакали, услышав слова Чингука. Некоторые фанаты даже сказали, что чувствовали тревогу за фразой. Чингук всегда выглядит сильным, но на этот раз он, кажется, думает о чем-то тяжелом, написал один из фанатов в социальных сетях. Другие размышляли, это знак того, что BTS вступит в новую главу? Или, может быть, Чингук и Тэхён испытывают сильное давление после возвращения в мир развлечений? Тем временем армии по всему миру не сидят сложа руки. Огромные проекты были подготовлены к возвращению Чингука и Тэхёна. От гигантского рекламного щита на Таймс-сквер до благотворительного пожертвования от их имени фанаты доказали, что их любовь никогда не угасла. Но за всем этим волнением скрывается большой вопрос. Что на самом деле чувствуют Чингук и Тэхён? Они счастливы? Или они подавлены после долгого ожидания? Мир все еще ждет официального заявления от Big Hit Music о планах на будущее BTS. Но одно можно сказать наверняка: возвращение Чингука и Тэхёна — это не просто конец их службы. Это начало чего-то нового. Будь то счастье, испытания или даже другие сюрпризы, которые еще предстоит раскрыть. Итак, о чем на самом деле думал Чингук в то время? Был ли он рад, грустен или обеспокоен? А что насчет Тэхёна, чувствовал ли он то же самое? Одно неоспоримо: их возвращение приносит больше вопросов, чем ответов. Может быть, именно это делает BTS такими особенными. Они не просто развлекают, они еще и вдумчивы. После эмоционального воссоединения Чингука и Тэхёна мир задается вопросом: что именно заставляет этих двух айдолов казаться такими вдумчивыми и обремененными? Дело в их опыте военной службы? Или в неопределенном будущем BTS? Несколько аналитиков индустрии K-pop предположили, что военная служба часто меняет точку зрения артиста. Они живут совсем другой жизнью, чем обычно, вдали от камеры, сцены и внимания. Когда они вернутся, наступит большой этап адаптации, сказал Ким Йон Хун, корейский аналитик индустрии развлечений. Перед уходом из армии Чингук, как сообщается, написал длинное письмо ARMY. Письмо не было официально опубликовано, но некоторые фрагменты просочились в социальные сети. Одна из самых распространенных строк гласит: «Больше чем, я часто думаю о тебе холодными ночами.
Интересно, ты в порядке? Ты все еще ждешь нас? Это предложение показывает, насколько сильна тоска Чингука не только по Тэхёну и другим участникам BTS, но и по ARMY. В то время как Чингук кажется более открытым, Тэхён выражает свои чувства символически. После встречи с Чингуком он опубликовал на Уиверс только одну черно-белую фотографию с короткой подписью. Больше чем, что это значит? Многие интерпретировали пост как личное размышление или даже как код, что он пишет новую песню. Тэхён всегда использует социальные сети со смыслом. Это должно быть связано с возвращением BTS, написал собака Тайонгист, большая фан-база в Твиттер. Однако есть и те, кто беспокоится, что это признак расставания или нового перерыва. BTS снова берут перерыв? В панике написал один пользователь сети. Несмотря на множество опасений, одна вещь никогда не менялась – это поддержка ARMY. В Сеуле большая группа фанатов устроила флешмоб перед зданием HYBE, распевая «Spring Day» и неся фотографии Чингука и Тэхёна. На самом деле, бразильский фанат был готов прилететь в Корею, чтобы просто понаблюдать издалека, как эти двое выходят из военного лагеря. Больше чем мне не нужно их трогать. «Я просто хочу убедиться, что с ними все в порядке», сказала Мария, 24 года, со слезами на глазах. С возвращением Чингука и Тэхёна главный вопрос. Что их ждет дальше? 1. Групповое возвращение. BTS планирует полностью воссоединиться в 2025 году. Вернутся ли они с новой музыкой? 2. Сольные проекты. Ранее Чингук имел успех с Golden, а Тэхён — с Льёвр. Будет ли новый альбом? 3. Сделать перерыв. Некоторые инсайдеры говорят, что им нужно время, чтобы адаптироваться, прежде чем вернуться в индустрию развлечений. Конечно, Big Hit Music не опубликовала официального заявления. Однако ходят слухи, что Чингук проведет специальную прямую трансляцию на следующей неделе. По словам Ли Джи Ин, корейского музыкального критика. Больше чем возвращение Чингука и Тэхёна, это не просто конец их военной службы, это начало новой главы. Больше чем BTS прошли через разные фазы. Теперь они, вероятно, принесут миру что-то более зрелое, более эмоциональное и более удивительное. Но она также предупредила. Больше чем давление после их службы очень велико. Им нужна поддержка, а не чрезмерные ожидания. Мир все еще ждет. ARMY все еще ждет. Но одно можно сказать наверняка. Чингук и Тэхён не одиноки. У них есть еще 6 братьев – RM, Джин, Шугар и Хоппи, Джимин, которые тоже скоро вернутся. У них есть ARMY, которые готовы любить их безоговорочно. И самое главное, у них есть музыка, язык, который всегда передает их сердце.